Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте! Таро прогноз гороскоп. Октябрь 2023 года. Давайте узнаем, что думают карты, какие подсказки они для нас приготовили. Не устаю повторять, правда, что любой прогноз не может служить основанием для принятия важных решений, потому что карты нам не расскажут о каких-то особенностях вашей жизненной истории. Но мы размышляем, предполагаем и допускаем альтернативные варианты развития событий. Ну и я надеюсь, мы проведем с вами приятное время. Мы разложим вот таким веером карты и будем доставать по одной. И первая карта у нас будет называться «Важное событие». Если мы заявили, что события все-таки у нас месяца будут рассмотрены. Вот давайте, пусть это у нас будет первая карта. Вторая. Неожиданные события, по мнению карт. Давайте узнаем, что завершится для вас в октябре месяце. Или с чем вы можете как будто закончить, да, вот какие возможности в чем-то поставить точку, как видят карты. И спросим, какие двери будут открыты или что нового придет в вашу жизнь. Обязательно узнаем, что может нам помешать или чему сейчас не время, по мнению карт. Ну и, конечно, а что нам будет помогать? И мы достанем 3 карты для вас по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Что по финансам, как видят карты, октябрь месяц, мои дорогие львы и львицы. Как видят личную жизнь. Давайте тоже спросим. И совет от карт. Вот хочу отсюда достать. Так. Давайте будем смотреть. Важное событие, как видят карты для вас. Десятка жезлов. Ну, наперво, наверное, надо сказать, что режим труда и отдыха будет самым правильным. И второй момент, или можно сказать и первый, то, что вы можете делегировать кому-то, как будто делегировать придется. И было бы очень правильно. Есть, значит, какая-то составляющая в этом месяце, когда вы с чем-то должны определиться или что-то решить. Вам потребуется как и бодрость духа, как и физическая форма для того, чтобы какие-то для себя бонусы, видимо, правильно использовать. Уставшие люди делают ошибки. Вот я в этом контексте говорю. И поэтому больше нас эта карта сразу переключает на те вопросы, дела, темы, которые для нас наиболее важны, на то, что, может быть, на последующий период для нас будет актуально важным или послужит нам продолжительное время. Мы здесь должны для самих себя именно какой-то баланс внутренний установить, чтобы мы могли видеть горизонты, чтобы нас буквально от какой-то работы, может быть, не согнуло. И надо сказать, что октябрь планетарно, он будет помогать, что ли, с чем-то определиться. Это может быть какая-то или могла быть какая-то прежняя тема. Но для большинства, наверное, проиграется эта ось отношений и финансы. Финансы, где я зарабатываю деньги, каким образом ко мне приходят деньги, на какой работе я работаю, чем я хочу, в принципе, заниматься. И поэтому, если прежде, может быть, и были какие-то варианты, или вы рассматривали так ментально, обдумывали какую-то ситуацию, то в октябре как раз, знаете, словно обстоятельства вашей жизни к вашим мыслям добавляют каких-то возможностей. Или наоборот, может быть, то, что вы предполагали, что это будет вот таким каким-то образом. Здесь может словно, ну, пространство, вселенная, судьба, назовите как угодно, какие-то пути для нас словно и закрывать, да, тем самым давая понять, что вот нам как будто в этом направлении не имеет смысла двигаться. Поэтому, когда мы больше где-то гибче смотрим на обстоятельства жизни, сравниваем с тем, что для нас сейчас более важно, не пытаемся где-то продавить свою ситуацию, нам в целом все это будет помогать. Вот с чем-то, правда, вам придется определяться. Давайте мы узнаем неожиданное событие.
Карта сила. Ну, дополняет еще и десятку жезлов, извините, тем, что у вас наиболее ресурсное время. И правда, несмотря на какую-то нагрузку, несмотря, может быть, на многозадачность какую-то, которая по десятке жезлов тоже может быть, карта сила говорит о том, что у вас перспективный период на октябрь, и нужно для себя самого сделать как можно больше. Но карта силы – это в первую очередь карта манипулятора вообще. И девушка, у нас, которая изображена, она словно на поводке, на цепочке держит льва. Так вот, лев, мои дорогие львы и львицы, в данном случае прообраз нашего эго. И наши эмоции мы, правда, должны держать на коротком поводке буквально, чтобы они нам не помешали. Захочется, наверное, как-то продавить ситуацию не раз в течение октября, сделать что-то по-своему. И мы можем как будто себе навредить. Мы можем упорствовать в чем-то в малом и упустить в большом. Вот здесь этого как будто быть не должно, потому что, повторяюсь, карта в первую очередь подразумевает манипуляции. В каком плане? Что когда мы больше так, отступив полшага, может быть, назад, сначала наблюдаем, анализируем, а потом безэмоционально принимаем какой-то вывод, решение или способ взаимодействия с людьми. Здесь ведь больше позиции как серого кардинала, который готов к любым изменениям, которые происходят в его жизни, и его ничто не застанет врасплох. Что-то мы не должны упустить. Что у вас завершится или что вам получится закончить? У кого-то по королю мечей это могут пройти дела слушания в суде или какие-то разбирательства, может быть, по разным причинам, у каждого свое, проиграется. Мы можем согласовывать какие-то документы, или вы могли, может быть, в сентябре, может быть, еще раньше, месяц-два, вы могли заниматься какими-то вопросами подписания документов или каких-то соглашений, или на повестке дня еще какие-либо вопросы, которые с оформлением, может быть, документов были связаны, самых разных. И здесь, стало быть, у нас получится и как документы оформить, как и контракты какие-то заключить, или какое-то дело, если мы говорим про суды, или, ну, может быть, это и медиаторство, или столкновение, может быть, какое-то было с представителями власти, и здесь как будто мы сможем это завершить тем или иным образом. Но я так больше думаю, что это в позитивном ключе для вас, поскольку у вас карта сила, и это старший аркан. Само пространство, мои дорогие львы, вам будет как раз помогать. Наша задача не пытаться вот именно продавить как-то по-своему. Тут ведь, знаете, любая ситуация имеет под собой несколько вариантов решений. И подчас мы можем не видеть вот тот самый альтернативный вариант, будем думать, что нет, вот если я вот так, как я предполагаю, поступлю, то так будет правильно. А по факту ведь может быть совсем наоборот, поэтому действительно вы чего-то не должны упустить. Что-то очень важное может быть на кону, когда мы можем как и согласовать, как и подписать, как и решить, как и, может быть, почетный компромисс заключить, если мы говорим про медиаторство. Ну, вообще, важные вопросы, по сути дела, то, что касается документов, отчасти и денег тоже, мы тоже можем как будто для себя в пользу проиграть и уже увидеть какой-то результат. Давайте мы узнаем, какие же новые двери будут открыты или какие новые возможности. Ну, наверное, октябрь месяц, по семерке пентаклей нет как таковых возможностей, нет как такового результата. Нам говорит семерка пентаклей ожидание или какая-то пауза. Ну, значит, тогда мы можем сказать, что, видимо, что-то наиболее важное будет у вас к завершению в октябре. И семерка пентаклей, она не предполагает, что нет совсем возможностей. Нам здесь карта говорит о том, что нам придется подождать. И у нас изображено дерево, на котором растут пентакли. То есть есть какая-то цикличность, сезонность, когда мы должны это учесть. Может быть, какие-то вопросы вы начнете решать в октябре, и они словно на повестке дня уже или на повестке месяца будут стоять, и для кого-то продолжатся в ноябре. Может быть, это завершение окончательное произойдет в октябре каких-либо вопросов, и уже новые какие-то варианты или новые возможности, или новая ваша реализация в каком-либо деле,
или в какой-либо работе, она словно перенесется на ноябрь. Вот у кого-то так проиграется. Поэтому что-то получится и решить, но что-то мы не можем изменить. И если я говорила про цикл дерева, да, изображено, цикл роста мы ускорить не можем. Вот и карта нам говорит. На то, что ты не влияешь, Лев, ты эмоционально не откликайся, не педалируй какую-то ситуацию, если видишь, что-то становится на паузу. Вот то, что, наверное, само идет в руки. Или получается каким-то образом даже альтернативным решать. Вот здесь важно будет, словно, знаете, игра по новым правилам может идти в октябре. Значит, вот если есть вопросы, которые у нас сейчас наиболее продуктивно, спокойно решаются, или наоборот, может быть, какое-то предложение, и мы видим, что надо нам себя попробовать в каком-то деле. Вот по волне предложений, вариантов развития событий нам как будто следует проплыть, может быть, это узкий коридор такой будет достаточно, фарватер, иными словами, но значит мы больше завершим, и на последующий месяц, ноябрь, у нас будет больше вариантов для самореализации. Себя не тормошите, если видите, что вот молниеносного какого-то результата не получается. Он будет, но есть отсрочка. Успех как будто не отменяется, но может задерживаться за период октября. Давайте мы с вами узнаем, что может нам помешать. Девятка жезлов. Девятка жезлов в герметической колоде Таро – это карта великой мощи. То есть как раз нам еще раз добавляют значение по карте сила. И нам говорят, что у нас и физических сил хватит, у нас хватит и, может быть, внутренней какой-то готовности к альтернативным вариантам развития событий, выдержать напряжение, например, какое-то эмоциональное. Но о чем нам говорит карта? Существует по девятке жезлов только два момента, в которых мы участвуем. Первый – это когда нашему благополучию буквально что-то угрожает. Или какой-то вопрос может быть настолько острым, что нужно решать его теперь. Он сам не рассосется словно, он сам никуда не денется. Мы затянем решение его и потом себе спасибо не скажем. То есть вот что-то такое актуально необходимое сделать в моменте здесь и сейчас. И второй момент, когда мы не должны упустить какую-то возможность, может быть, как предложение, которое приходит к нам извне, и тоже в чем-то проучаствовать. Но вот только эти два направления, которые касаются лично нас. По девятке жезлов есть такое, что нас ничто не должно застать врасплох. И, значит, если мы... У нас десятка жезлов была в самом начале. Мы как раз с вами об этом говорили, что если мы занимаемся многими какими-то рутинными делами, если мы, может быть, участвуем в жизни кого-то, или мы дали как зарок кому-то помогать, или вы, в принципе, так вот чувствуете в себе силы, а сил будет достаточно, нам об этом сказали, вы можете подключиться к решению каких-либо вопросов, которые лично для вас, мои дорогие львы и львицы, они не будут иметь какого-то значения. Поэтому многозадачность какую-то для вас придется сузить, только лишь занимаясь теми делами и вопросами, которые для вас сейчас наиболее важны. Еще одна карта, которая как раз нам об этом говорит. И уставшие люди делают ошибки, вернусь снова к этому значению. И если мы по девятке жезлов говорим, нас ничто не должно застать врасплох. Поэтому отдыхайте, это первое. И второй момент, проанализируйте, мы какую-то ошибку не должны повторить. Быть где-то гибче, мои дорогие львы и львицы, придется. Что нам будет помогать? А вот как раз и будет помогать легкость на подъем, когда мы понимаем, что ничто так не постоянно, как перемены. Мы не даем никому, кстати, торжественных обещаний или каких-то вердиктов не выносим. С другой стороны, мы точно так же не особо доверяем, я бы сказала так, тем обещаниям, когда нам, допустим, сказали, что ну вот я тебе помогу или я тебя в чем-то выручу. И не потому, что люди нас хотят обмануть. По этой карте у людей, нам говорит карта,
как и у вас, так и у людей, будут изменяться в последующем какие-то обстоятельства, и понятно, что вас жизнь как будто может заставить переключиться на что-то противоположное. Поэтому с обещаниями быть аккуратным точнее. И если нам куда-то предлагают, допустим, отправиться, или вам предлагают, может быть, это касается работы, вашего бизнеса, или какая-то возможность, мои дорогие львы, у вас появляется, но опять же, она не в том ключе, как вы себе это предполагали. И мы можем отказаться, подумать, что, ну нет, мне это не подходит. Вот, наверное, фокус этого месяца — попробовать себя в каком-то новом деле, в новом амплуа, может быть, совершенно. Для людей творческих, значит, любой какой-то как подсказку, интуитивную, инсайт надо тоже применить к себе. И кто знает, может быть, в последующем это будет тема номер раз в вашей жизни. Вот здесь, когда двойка идет пентаклей, здесь вот, если я сказала легкость на подъем, да, то или какие-то альтернативные варианты, то здесь вот сама по себе игра идет. И нам это помогает. Поэтому быть, наверное, откликаться быстрее на какие-то предложения или, знаете, быстрота ума еще, когда, в каком смысле, к вам, допустим, пришла какая-то идея, и мы ее как будто тоже не откладываем на потом, а попробовать ее сейчас как будто применить и посмотреть, как это сыграет на практике. А кто знает, а может быть действительно для вас это какой-то как трамплин в будущее. Вот здесь быть открытым миру будет очень важно. Ну и второе значение, что нам помогает: деньги мы не тратим по двойке пентаклей, мы как будто обойдемся двумя пентаклями. И не говорит нам карта, что денег не будет. А по этой карте, знаете, больше умения договариваться, взаимодействовать с людьми нам где-то приносит как и прибыль, так и новые возможности. Давайте мы с вами узнаем. Дела, работы, бизнес откроем. Что нам скажет карта? Вот карта отшельника выпадает, старший аркан. И правда, мы надеемся сами на себя. С другой стороны, нам никто не мешает. Для многих из вас все-таки отшельник — это у нас философ, он идет по ему одному известному пути. Поэтому для кого-то из вас какая-то самореализация, у кого-то из вас начало нового дела, бизнеса, может быть, отчасти получение новой должности или такие возможности. Они могут уже появиться в октябре, а в ноябре уже как-то там будет развиваться ситуация, если мы от чего-то не откажемся. Рассчитываем мы здесь больше на собственные силы, и сами мы себя должны страховать по карте отшельник. У нас на карте нарисован фонарь, как всегда, да? Отшельник — это как Диоген с фонарем. Так вот, это прообраз интуиции, не что иное, фонарь. И на карте как раз шел отшельник по своему пути, хотя путь, я надеюсь, видно, ну так путем-то даже не назовешь. Это какая-то дорога, которая в пространстве ни на что не крепится. И вдруг включился фонарь, и отшельник наш видит: змея у него на пути свернулась. Так вот, мы как будто должны рассмотреть и какую-то хитрость, какой-то обман, может быть, и опасность. Вот то, что я по девятке жезлов говорила. Первое — это наш какой-то интерес или наш какой-то приоритет. А второе — это когда нам что-то угрожает или для нас, может быть, ну, каким-то препятствием служит, то, значит, на это стоит обратить внимание. И как раз вот эти два момента по старшему аркану отшельник проигрываются. Мы чего-то не должны упустить. Вот именно дела, работа, бизнес. Что по финансам? Карта «Мир». У кого-то из вас, знаете, может быть, на кону стоит путешествие, переезд. Или вы очень хотите переехать, может быть, и далеко. Или сменить направление как и в собственной деятельности, так и в месте жительства, так еще и, может быть, и в личной жизни. У кого-то по карте «Мир», ведь это 21-й старший аркан, это как финал такой всеобъемлющий. Это, по сути, все энергии, которые собираются в одной точке. И правда, тут мы одну какую-то сферу жизни меняем, а меняется вся наша жизнь во всех гранях, проявлениях. И у кого-то из вас финансы как раз по финансам финансы будут. Но здесь не просто момент октября, а какие-то нас приглашает карта увидеть новые возможности. Может быть, вы в чем-то подведете итог, но с другой стороны, наметить
а рядом у нас еще старший аркан отшельник, где и как я буду зарабатывать в будущем деньги, действительно, вот это будет у вас очень актуально в октябре. И когда выпадают старшие арканы, это всегда обстоятельства вас будут словно конкретизировать, к чему-то подводить, мои дорогие львы и львицы. Будьте внимательны. Тут ведь, знаете, возможности, повторюсь, мы можем часто думать, что они к нам придут каким-то определенным образом, а тут проиграть то или провзаимодействовать с тем, что нам преподносит судьба. И может быть поначалу то, что выглядит никак или как-то по-дурацки, как-то, ну, не вижу перспективы, а тем не менее это ведь может быть начальный этап. Мы от чего-то тут не должны или отказаться, или что-то прошляпить, мои дорогие львы и львицы. Поэтому будьте открыты буквально миру. Ментально хотя бы как тот отшельник заложить себе какое-то направление собственного пути, собственного развития, или поставить перед собой намерение, или какую-то главенствующую цель. Вот это все имеет значение. Тогда словное пространство для вас будет откликаться. Может быть, конкретизировать какие-то возможности, которые вам подарит октябрь. Но октябрь для вас очень будет значимый месяц. Что в личной жизни? Для большинства из вас, вы знаете, тут может проиграться таким образом, что нет просто изменений. Четверка мечей нас приглашает привести мысли в порядок и сложить оружие. Поэтому если мы про личную жизнь, даже если были какие-то недочеты, может быть, в каком плане, не смогли бы со своим партнером договориться. Или, может быть, это не буквально ваш супруг, а может быть, какие-то отношения, которые еще не оформлены, но были какие-то разногласия. И по этой карте мы складываем оружие. То есть мы никому ничего не доказываем. Мы больше будем гибче здесь. Или где-то отступим полшага назад, чтобы какую-то конфронтацию не создать. Приводим действительно мысли в порядок. Видим, что есть по факту. Где-то не продавливаем, опять же, эго действительно должно быть где-то на коротком поводке. Мы можем себе с чем-то помешать. Хотя для кого-то из вас, мои дорогие львы и львицы, иногда четверка мечей нам говорит о том, что мы должны дать себе отдых, вот то, с чего мы начали по десятке жезлов говорить с вами, отдых как телу, так и, может быть, вашему организму, потому что иногда, если мы долго в режиме вот этой многозадачности работаем или находимся, когда и на работе аврал, когда еще и дома мы везде пытаемся успеть, иногда недомогание нас буквально может уложить в постель, поэтому вопросы здоровья для вас должны быть тоже актуальны. Как и ментально, как ваши намерения, цели, планы, так и буквально физическое самочувствие. Это все будет важно. Давайте мы совет от карт. И вот и семерка мечей нас, кстати, быть ловче, хитрее, где-то даже изворотливее. С одной стороны, посмотрите, на карте изображена лиса и молодой человек. И как будто расходятся в разные стороны и оглядываются. А мы с вами говорили, что по аркану отшельник вовремя включается фонарь у нашего мудреца, и на дороге он видит змею. Вот действительно увидеть какую-то, может быть, хитрость, манипуляции. Мы сами не должны хитрить, мы сами где-то не должны нарушать закон. Мы не должны себя подставить под удар. Мы не должны, может быть, в какие-то обязательства буквально влезть, а потом расхлебывать в одиночку. У кого-то и такой момент, тоже примите во внимание. Поэтому быть прозорливым, внимательным, подмечать все, что буквально детализировано, что происходит вокруг вас, что говорят люди. Но не в плане собирать там, да, мнение. Может быть, какую-то информацию вы будете слышать. Иногда по семерке мечей и тайное может стать явным. Хотя, с другой стороны, нам карта еще и говорит о том, что называют ее картой вора, хотя я не видела ни в одной из колод конкретного, чтобы вот эта фраза была в описании. Но если люди говорят, те, кто долго занимается картами, значит, действительно это проигрывается. Поэтому тут буквально нужно быть еще внимательным как к кошелькам, сумочкам, паролям аккаунтов, каких-то платежных систем, может быть, и вашего аккаунта где-то проверить, да, чтобы исключить, опять же, всяческий риск.
и нас ничто не должно застать врасплох. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы и любимы всегда.